Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что этим вечером вы, как всегда, по средам знаете, что будет Кость Бондаренко. Он прямо сейчас на связи. Константин Петрович, приветствую вас. Добрый вечер. Друзья, всем большое спасибо, что поддерживаете Константина Петровича. Всем огромнейшее спасибо за то, что ставите лайки прямым эфиром. И, конечно, за то, что мы вместе, да, хороший добрый комментарий никто не отменял. Телеграм-канал Костя Бондаренко в описании, его YouTube-канал тоже. В общем, наши вам с кисточкой. Ну, на этом, как бы, вот такие, знаете, прелюдии закончены. Константин Петрович, мы сейчас начнем с опроса, конечно, будет сессия вопросов и ответов, но я хочу свой вопрос в порядке, так пользуясь служебным положением, задать. Я, если честно, вот всего ожидал, что может произойти по треку мобилизации и по всему остальному. Ну вот перед нашим эфиром буквально, мы в прямом эфире сейчас, выходит полиция и подтверждает все вот эти страшные догадки. В общем, дело было так. Третья штурмовая бригада как бы отозвалась якобы какие-то люди, воевавшие такие, защитники, значит, отозвались на призыв тернопольских ТЦКшников помогать им. Так сказать, вот смотришь, а он, гляньте, настоящий, то есть только с фронта, еще как бы пыль как бы не стряхнул со своей фуражки. И мобилизация лучше так проходит. Такая вот идея, да? Ну вот, давить на эмоцию, некоторые с палочками, некоторые вполне себе без палочек, очень такие рьяные ребята. Они там заставляли мужика раздеваться, бегать вокруг машины, обливали его чем ни попадя, в общем, и всякие ужасы демонстрировали отношение, да, к ухилянтам. Полиция это все сообщила, подтвердила там активистов тернопольских информацию, сказала, что провела 8 задержаний, это то, что известно на этот момент, будет их, может, даже больше. Но меня вот мучает, как ни крути, один вопрос, и именно поэтому я вот так долгую преамбулу беру нашего сегодняшнего эфира, рассказываю эту ситуацию. Получается же страшная картина, когда военный в военной форме приходит в гражданский населенный пункт, и издевается над гражданскими. Где-то получает сопротивление, где-то не получает. Но это же, простите, это же, ну, налет, это же, я не хочу приводить слово оккупация, это как бы, но это же страшно, это же Вы помните, да? абсолютно, ну, сбитые ориентиры. Вы Прокомментируйте эту помните, историю сегодняшнюю. вы помните, я неоднократно об этом говорил, раза два-три точно в наших эфирах я об этом говорил, что после войны человек в форме, вот, который сейчас воспринимается многими как защитник, вот, будет восприниматься как угроза. Я вчера, у меня была беседа с одной очень уважаемым социологом, вот, которая мне рассказала, что эти тенденции уже наблюдаются в ходе социологических опросов, в частности, во время фокус-групп. Фокус-группы показывают, что народ не хочет видеть в будущей Украине, в политике военных. То есть тренда такого нет. Тренд скорее на каких-то региональных лидеров и так далее, вот, но бизнесменов, но не военных. То есть эта тенденция уже, что военные начинают восприниматься как угроза для личной безопасности тех или иных граждан, она уже начинает проявляться. Смотрите, вот здесь нужны жесткие и оперативные решения. Потому что получается, ну, вот эти национально-вызвольні змагання, как в учебнике истории мы все учили. Получается, что свои нападают на своих, и фактически вот эта третья, ну там говорят про третью штурмовую, да, то есть она фигурирует в этих, какие-то бойцы оттуда, получается, приезжают в Тернополь, и они же зачем это делают? Во-первых, покуражиться, а во-вторых, что? Заработать. Ну, чтобы... Ходят же вот эти слухи, что зашел в бусик, 500 евро вышел из бусика. Но когда у человека нет этих денег, тогда с ним можно, ну, тогда проявлять свою власть. Понимаете, в чем дело? Это же, вот мне так нравится, когда говорят, показали тут недавно в киевском ДВРЗ, распредцентре, как в каких условиях, в общем, отправляют на войну. Ну, то есть, отстойник ТЦК.
А сегодня киевский говорит, нет, у нас, конечно, не курорт, не гостиница, но нет, таких условий нет, вы порочите ВСУ. Так в Тернополе уже опорочено ВСУ до таких масштабов, что это может перерасти в такие серьезные сопротивления. И вот эти все, помните истории, там, когда вот эта мода была на ополчение, условно, крепкие мужики с дубинками ходят по улице и патрулируют. То, что мы на Донбассе видели, так это в Тернополе такое нужно сейчас вводить, чтобы не залетали и не под поводом помощи ТЦК вот такое не чинили. Да, но вы же понимаете, что если бы кто-то оказал какое-то сопротивление именно людям, которые воевали, людям в форме, не представителям ТЦК, если бы кто-то там заехал, что называется, в рожу, вот, тут же поднялся бы вой, что героев избивают. Героев избивают. Вот. Так что помните ситуацию с нардепом Артемом Дмитруком? Когда он пришел, и, соответственно, у него была стычка с человеком, который стоял просто, что называется, на шухере возле колл-центра, вот, и там была потасовка просто. Что же ему вменили? Что Артем Дмитрук избил, значит, Военного. героя войны. Да? Героя войны, который стоял на шухере возле колл-центра очередного. Да? И до сих пор ему это инкриминируют, пытаются ему это инкриминировать. Но, то есть, некоторые считают, что попросту лучше не связываться. Потому что у нас пока что еще существует определенный тренд, что есть определенная каста, которая неприкосновенна. Вот. Так что это важный момент. А то, что ТЦК сейчас начинает прикрываться тем, что они ВСУ, вот, что любая критика ТЦК – это критика ВСУ, это, понятное дело, это просто технология, информационная технология. Еще один аспект по этой теме. Сейчас мы, конечно, пройдемся по Трампу, по этим всем моментам, но это, мне кажется, крайне важный эпизод. Это не является ли это просто прикрытием? Мол, смотрите, знаете, это же как в украинском обществе. Вот придут наши хлопцы с фронту, вот сейчас с фронту вернутся, и вот вам, ТЦКшникам, покажут. А показали, получается, гражданским. Мол, Да. смотрите, ТЦК какие гуманные, честные, какие хорошие. А вот вы ждете, что придут кто-то с фронта и наведут справедливость, так получайте, ешьте полной ложкой. Давайте посмотрим, будет ли эта история иметь продолжение. Третья штурмовая – это структура Андрея Белецкого. Андрей Белецкий сейчас очень активизировался, его включают в социологические опросы, вот социс показал, что у него там, не помню, около 12% сейчас, да, готово проголосовать за партию Андрея Белецкого. Вот. То есть он в данной ситуации он пытается как бы стать политиком. Я уже говорил о том, что тренда на доверие к политикам нет, но он пытается. И не станет ли ситуация в Тернополе неким элементом, когда выйдет Андрей Белецкий и там показательно поотрывает головы своим подопечным? Вот. Я условно говорю про отрывает головы. Посмотрим. В любом случае, я думаю, что он точно скажет свое слово в этой ситуации. Да, будем наблюдать за продолжением, но тенденции жутко какие нехорошие, ровно как и вообще отношения центра и регионов. Конечно. Издание «Инсайдер» Христо Грозев, он специфически подает информацию. Короче, поддельный паспорт Труханова стал поводом лишить его гражданства. Вот как-то так. Нашли женщину Татьяну, которая там, собственно, с которого срисовали этот паспорт, показали на весь мир, он через 2 месяца заканчивается. Загранпаспорт, биометрический. Кстати, многие начали подозревать буквально со вчерашнего вечера, а что это такое? Даже вот россияне писали, говорят, смотрите, ладно, был бы обычный паспорт. Понятно, да, вот такой прожженный, Труханов съездил в Ялту, там у него регистрация, получил бы вот обычный паспорт. А то загранник биометрический, который предназначен, чтобы ездить в Европу. Так он по-украинскому спокойно поедет себе в Европу и куда угодно. То есть нестыковки. Но Зеленский говорит, надо защитить Одессу, поэтому лысак. Зачем Зеленский гоняет лысака? Смотрите, более чем странная ситуация. Но мы понимаем, что вопрос
относительно российского гражданства Труханова. Он поднимался неоднократно, то есть были попытки и целых медиакомпаний относительно Труханова, были попытки еще раньше его отстранить и по этому поводу, но вот как-то забывали, на какое-то время забывали о Труханове. Труханов – это человек, который, с одной стороны, да, он авторитетный мэр в Одессе, да, у него очень серьезная поддержка в Одессе. Если бы сегодня выборы проходили в Одессе, за Труханова снова бы проголосовали. Можно даже не сомневаться. Несмотря на то, что очень серьезно поменялась структура, демографическая структура Одессы. Одни люди выехали, другие въехали и так далее. Все равно Труханов остается очень и очень авторитетным человеком. Что касается второго аспекта, Труханов всегда пытался договориться с властью. Вот. Он не лез на рожон, он договаривался. Он находил людей, с которыми правильно можно выстроить коммуникацию. Но в последнее время офис президента решил прибрать к рукам несколько городов. В частности, Николаев, в частности, Одессу, в частности, Киев. И создаются определенные неудобства для мэров этих городов. Соответственно, для Труханова, для Сенкевича и для Кличко. Вот. У каждого своя история взаимоотношений. Вот. Очевидно, что есть те, кто заказывает эти компании, то есть, понятное дело, заносит на банковые определенные суммы для того, чтобы там решался вопрос. Второй момент, Б, то есть это они убеждают Ермака, что надо, значит, сейчас поменять человека, поставить надежного человека туда, и многие процессы пойдут по-другому. В Одессе, в Николаеве, в Киеве. Возможно, что потом будут на очереди другие города. Ну и, соответственно, следующий пункт – это то, что Ермак – это человек, который давно и упорно настаивает на том, что надо перестать вот это играть, перестать миндальничать с местным самоуправлением. Какое местное самоуправление? Всех к ногтю, прямое управление, так, все бюджеты под наш контроль, все процессы под наш контроль в тех или иных городах, никакого местного самоуправления. То есть вот из этого коктейля и родился вот этот как раз фактор или казус Труханова. Нет, подождите, тут же есть формальная причина, да? Российский паспорт – это дорога заказа. Подождите. Нет, смотрите. В таких случаях вот, необходимо, чтобы паспорт физически был изъят, отправлен на экспертизу. И, соответственно, чтобы было установлено. Экспертиза установила, что гражданин Труханов является гражданином Российской Федерации, получил соответствующий паспорт, потому что фотография паспорта, скан паспорта, который гуляет по интернету, он не может служить доказательством. Ну, подождите, вот. ИНН, там же как ИНН. Да, вот ИНН, вот как раз, да, но тогда в таком случае необходимо предоставить весь полностью пакет, а не то, что нам представляют, какую-то морзилку, картинку и так далее. То есть необходимо, чтобы были пройдены все этапы. Тут же другой момент. Вместе с Трухановым пакетом шел Царев, да, и еще один хореограф. Для меня, кстати, я не знал, что Олег Царев до сих пор гражданин Украины. Ну, тут вот честное слово, не знал. Нет, подождите, это очень важная история. То есть это попытались состряпать как некую государственную политику, поймите, что, мол, да. Труханов, это не тебя одного лишают. Это вот мы нашли российские паспорта, там Полунин, да, по-моему, Полунин, да. Хореограф, танцор, то есть известный, да, украинец, который в России сейчас, Царев, причем очень разные фигуры, да, то где Полунин, где Царев и где Труханов. То есть такое ощущение, что попытались что-то пристегнуть тем самым. Вот за последние сутки я вот получаю эти сообщения, говорят, ну понятно, это жители неподконтрольных Киеву территорий, которые под Россией сейчас. А у них там все жестко. Ты должен или паспорт возыметь, или ВНЖ оформлять. ВНЖ ты там, в общем, ну сразу подпадаешь под все подозрения, поэтому все пополучали паспорта.
И странная вещь получается с точки зрения справедливости. Две страны воюют одинаково. Россия, значит, никаких претензий не имеет к человеку, если у него есть украинский паспорт, а Украина имеет. И многие люди переживают, не станет ли это, ну, такой точкой отсечения одних от других. Ну, кстати, я скажу, что Россия не переименовывает улицы, которые названы в честь Тараса Шевченко или Леси Украинки. Ну, вот, не сносит памятники. Да. То есть как-то немножко по-разному. Нету симметрии в этих отношениях. Вот, и слава богу, что нет. Слава богу, что нету. Вот кто-то должен быть умнее в этой ситуации. Что касается ситуации с паспортами, вы знаете, у очень многих родственников наших высокопоставленных лиц, в том числе у некоторых руководителей службы безопасности Украины, вот, у некоторых, там, скажем, народных депутатов, члены их семей, их жены, там, например, их там ближайшие родственники, вот, некоторых губернаторов, вот, у них есть российское гражданство. Это не секрет. Это не секрет как раз, что у них есть российское гражданство. Вот. Но у нас выборочно подходит к этому процессу. Надо, например, наказать, не просто наказать, надо отжать Одессу у Труханова. Вот. Вспоминаем про его российское гражданство, есть оно или нет, это не важно. Вот, готовим указ и, соответственно, вот показательно его наказываем. Не более. Остальные пользуются своими паспортами. Ну, как пользуются? Они у них есть. А зачем Зеленский на 4-м году войны решил отжать себе Одессу? И что, почему Лысак? То есть вообще какая-то странная история. Там местные пишут о том, что, ну понятно, все, чекисты пришли. Есть несколько аспектов. Первый аспект – это то, что я уже говорил, что Ермак действительно прибирает к рукам крупные города и важные стратегические пункты с тем, чтобы установить собственный контроль и над бюджетной политикой, и над всеми процессами, которые происходят в городе или регионе. Второй момент – это то, что Зеленскому постоянно капают на уши, что одесситы там в случае чего там сдадут город, они ненадежные, им нельзя верить, надо поставить какую-то жесткую администрацию и прочее, прочее. То есть эту тему о том, что одесситы готовы сдать свой город русским, если те подойдут, вот, ее я слышал еще, когда я был еще в Украине, слышал от людей, которые, скажем так, не чужды Зеленскому. Они это рассказывали, как такие страшилки. Я говорю, ну что вы такое рассказываете? Да нет, вот точно, вот у нас такие данные. Поэтому я думаю, что это один из тех аспектов, которые тоже, ну, это та тема, которую постоянно вкладывали в уши, в голову, в мозг Зеленскому. Постоянно. Но в основе лежит именно первый фактор, что Одесса, жемчужина у моря, есть свои собственные, скажем, бюджеты, есть своя собственная бизнес-жизнь. Все это надо прибрать к рукам. Мгм. Константин Петрович, что делать Труханов? Ну вот, давайте так, вы советуете Труханову сделать, ну, конкретные какие-то шаги или один какой-то шаг. То, что А я он... думаю, что Труханов ничего не будет делать сейчас сам. Я думаю, что говорить будут одесситы. Это уже вот. Есть большое количество людей, как я уже говорил, он человек популярный в Одессе, он человек авторитетный в Одессе, у него есть большое количество сторонников. Я думаю, что вот они должны говорить, а не Труханов. Что бы ни сказал Труханов, это будет воспринято, или что бы ни сделал, будет воспринято тенденциозно. Но это же самая большая опасность, мы видим по последним дням. Если ты говоришь что-то за Труханова, значит ты за москаля, которого надо отправить до Москвы, как скандировали тетки в украинских флагах, танцующие вчера вечером и откупорившие шампанское. Помните вчерашние кадры? Получается, ты враг народа, ты Мы с вами сепаратюга. еще дождемся того, когда подобного рода тетки в разных городах Украины, вот эти вот так называемые мирные активисты, вот, будут искать, куда спрятаться, и будут искать те норы, из которых их не достанут. Нет, серьезно, то есть апелляция к Будет еще народу... праздник и на нашей улице. Послушайте, апелляция к народу такая своеобразная история.
Да. Нет, я не апеллирую к народу. Я просто говорю к тому, что вот они должны сказать свое слово. Иначе, иначе что? Иначе полный беспредел, который мы одобряем. Я небольшой симпатик Труханова. Я его видел раз в жизни, всего там вживую. Вот. И я не могу сказать, что у меня там какие-то к нему сантименты. Вот я просто знаю ситуацию в Одессе. Вот. У меня очень много знакомых одесситов, и я знаю, как к нему относятся. Как вы относитесь к версии, что это игра спецслужб, россияне просто Да подкинули, нет, нет. ну, Ну, подкинули а какой наживку? смысл россиянам подкидывать это, ну, условно, а что они выигрывают от этого? Нет, смотрите, это же как бы многоходовочка. Ну вот, бросают, собственно, вот эту залипуху. СБУ клюет, хватает. Малюк герой Украины. Ну, это Расписывается, важно получается в некомпетенции, понимаете? То есть вот эти все... Это, тут же очень интересный момент. Зеленский же сегодня ЛСК назначил и администрацию там создал. И вот как будут они? Это будет враждебная администрация, потому что несправедливость, потому что мировая пресса пишет, что это фейк, а не документ. А они на полном серьезе, как они вообще будут там управлять это? Кто их будет слушать? Это серьезный дестабилизирующий фактор. Нет, то, что это... Нет, сам по себе дестабилизирующий факт – это отставка Труханова, сам по себе. Но дело в том, что если и говорить о том, что что-то было вброшено, то вброшено это было, скажем так, лет 10 назад. Этот вброс состоялся. Ровно столько, сколько уже вращается в информпространство эта информация. Это первое. Сейчас ее просто достали. Вот эту информацию достали, белый свет, и, соответственно, ее обнародовали. Но вопрос как раз в том, а что как раз сейчас именно, что она может дать как раз российской спецслужбе. Я не вижу, как она сейчас может именно существенно изменить ситуацию. Восстание в Одессе, вот, Да, ну, ну очень подождите, сомнительно. ну да, ну Да, это, очень подождите, сомнительно. это повод. Ну, приезжают, например, Лысак, Да. начинают там переименовывать улицы, начинают Таких уже переименовали. ну, опять переименовывать улицы. Пушкина сносить, которого-то, вокруг Вот, которого Пушкин, там да, еще ходят. остался. Это, нет, это понятное дело, что Лысак начнет сейчас сносить Пушкина, да, конечно же, начнет сейчас там как бы устанавливать порядки, ломать через колено, но, извините, Одесса Жукова пережила. Лысака точно переживет. Вы сегодня оптимист какой-то, с таким романтичным взглядом на происходящее, но это тоже как бы настроение такое. Чего? Уже полосени пережили, Да? 25-го года впереди экватор переступили, впереди вторая половина осени. Я бы хотел в завершении темы паспортов вот на что обратить внимание. Значит, сообщает Союз православных журналистов, что в Лавре решили проверить, гордятся ли украинцы своим паспортом. Значит, 5 числа в трапезном храме Киево-Печерской лавры власть устроила презентацию исследования о том, как украинцы видят себя и свою страну. На мероприятии был Матвей Бедный, это министр молодежи, Минкульт Бережная, замглавы Елена Ковальская, офиса президента, да, и директор заповедник Светлана Котляревская. Значит, темы утверждения украинской идентичности вот и прочее. И Котляревская, она занимается религиозным вопросом в Украине и, ну, как бы добиванием украинской православной церкви, но мягко, таким нежным удушьем, так сказать, придушить. Объяснила, что выбор места связан с тем, что Лавра это, мол, сердце нашей духовной памяти. Значит, у меня два вопроса. Вопрос первый. Если у нас есть сердце духовной памяти, то от духовности, получается, осталась только память. И вопрос второй. 30 числа сентября должен был суд состояться. Вот тот первый, который признает УПЦ врагами и включает этот новый закон, чтобы ее закрыть. Там судья заболела, в общем, что-то перенеслось ровно на месяц. То есть мы подходим к 30 числу. Получается, что, ну, во-первых, паспорта
Опять. А во-вторых, собственно, ситуация вокруг Украинской Православной Церкви. Добивают, но тихо и мягко. Ну, добивает тихо и мягко. Помните, я две недели назад говорил о том, что определенные сигналы из Вашингтона уже поступили. Определенные сигналы и на ФАНАР, и в Украину относительно Украинской Православной Церкви. Но очевидно, что для громких заявлений, действий и прочее время не пришло. Да, Зеленский сейчас поедет в Вашингтон. Да, он там будет, очевидно, не только говорить про томагавки, будет говорить и про то, что ему надо развязать руки в целом, вот, дать полную свободу, в том числе и относительно церкви. Посмотрим, с чем он вернется. Но пока что мы видим, что используют против церкви только мягкую силу, без дополнительных захватов и так далее по храму. А то, что от духовности осталась только память, знаете, я думаю, что их вообще можно переименовать в общество память. Было такое, знаете, когда-то в 90-е годы. Вот я думаю, что точно так же и эти товарищи тоже могут взять себе такое же имя. Общество память. Значит, визит Зеленского анонсирован заранее, анонсировано и перетирается и сегодня в обращении, и вчера, и позавчера, и, в общем, все это говорит, как только стало известно, что он подтвердил и поедет, о том, что будут укреплять нашу силу, союзники, будут давать ПВО, оружие. И едет, собственно, ну так выглядит, по крайней мере, и так обставляет офис, что едут за оружием. Вместе с этим сегодня очень интересный комментарий дает Лавров по поводу анкориджа, мол, все идет в духе анкориджа. И многие сомневаются, а правду ли условно декларирует и кричит на весь мир Зеленский. Как вы думаете, главная цель поездки, вот такой большой, анонсированный за очень долго, к Трампу? Смотрите, очень интересная ситуация, потому что вот, несколько разных центров принятия решений готовятся по-разному к событиям, которые будут в той или иной степени привязаны к Вашингтону. Первое – это Зеленский, который считает, что у него сейчас наступил его звездный час, и он обменяет досье на Байдена на томагавки, на военную помощь. Этому уже были посвящены 2 звонка с интервалом в 1 день, 2 созвона Зеленского с Трампом. Трамп очень хочет, во-первых, наказать всех обидчиков, которые его обидели в 2020 году и украли у него победу, как он считает, в 2020 году. Второе, всех предателей, типа Помпео, Болтона и прочих, которые его предали в 2020 году. Соответственно, Зеленский пытается сыграть именно на этих настроениях. Мы дадим вам всю информацию, кто и как у нас просил не разглашать информацию про Хантера Байдена, что нам говорил Байден, старший Байден, что нам говорил Помпео и прочее. Все вам передадим. Только дайте оружие. И с этим он и поедет. Тут у меня только вопрос, что ходят слухи, что около 200 граждан Украины фигурируют в этих разговорах, или вокруг этих разговоров, около 200. И я думаю, что многие из них чувствуют себя крайне неуютно сейчас на фоне именно информации, что Зеленский собирается ехать и что-то передавать Трампу. В России тоже очень интересно. Давайте перед тем, как России, просто чтобы не терять нить, мы не потеряем, понятно. Центры принятия решений понятен, украинский. Да. Сейчас поговорим о России, но так, подождите. Так а что, это действительно будет иметь какие-то последствия для Украины? Смотрите, так Трамп может в своем стиле сказать, да, мы приняли решение, что мы дадим томагавки, но мы подумаем, когда. Нет, я имею в виду для внутриукраинской политики. Мы что-то как бы еще больше узнаем о Хантере Байдене, связях демократов? Нет, мы не узнаем. Нужны доказательства для американского суда.
Поэтому я думаю, что по некоторым людям будут приняты определенные судебные решения внутри Соединенных Штатов, а некоторые, вполне возможно, получат санкции со стороны Соединенных Штатов, что для них не менее страшно, чем оказаться за решеткой в Соединенных Штатах. Вот. Поэтому, э, поэтому я думаю, что сейчас будет достаточно серьезный ажиотаж. Что касается России, на прошлой неделе появилось сначала заявление Сергея Рябкова, заместителя министра иностранных дел, который сказал, что все, импульс, который получен был в Анкоридже, он иссяк уже фактически. Нету этого импульса. Тут сразу же выступил Кирилл Дмитриев, вот, который заявил, что нет, все идет по плану, все движется по плану и так далее. Более того, начала появляться информация, что примерно в то же время или там днем позже, возможно, после того, как побывает в Вашингтоне Зеленский, туда прилетит и Кирилл Дмитриев. Вот. Не знаю, насколько достоверна эта информация, потому что она появилась просто в информационном пространстве как определенный вброс. Вот. Я не удивлюсь, если это так. То есть Рябков и Дмитриев начали дискуссии. И что странно, что даже не странно, а показательно, точнее, что министр иностранных дел Лавров вот, поддержал фактически позицию Дмитриева в этом плане, что Анкоридж дальше жив. Анкоридж, то, что произошло на Аляске, оно имеет свое продолжение. И я абсолютно уверен, что в экономическом плане Россия и Соединенные Штаты находят все больше и больше точек соприкосновения. По некоторым вопросам вопрос Украины является камнем преткновения. Вот. Трамп там посетовал, что Путин, с которым у меня хорошие отношения, у нас наладились отношения, я к нему отношусь с большим уважением и так далее, вот, но он не хочет закончить войну. Вот. А я не удивлюсь, если завтра вдруг появятся какие-то новые инициативы со стороны России в развитии именно Аляски, вот, которые скажут, как раз дадут повод Трампу сказать, что, ну, знаете, давайте не будем торопиться с этими томагавками. Вот. И снова Зеленскому скажут, что давайте садитесь за стол переговоров. А мы же понимаем, что позиция России относительно стола переговоров, относительно темы переговоров, она неприемлема для Украины. Ну и, соответственно, дальше вот, и третий центр принятия решений – это Европа, которая раньше постоянно говорила о том, что если Украина выйдет из игры, то Европа столкнется с Россией и будет вынуждена воевать. В последние дни она уже не говорит про «если», она уже говорит о том, что Европа будет воевать с Россией. Германия, в Британии такие настроения уже начались. А за что воевать? Они же ждут, что Россия нападет. Ага. Да. Но, правда, они говорят, что это случится в 28 году. А что, смотрите, тут тоже это ведь комплекс противоречий. Россия там ослабла, Россия увязла, Россия ничего не может, но нападет вдруг в 28 году. Это вообще комедия, это вообще комедия заявления Рютте о том, что мы не будем сбивать российские самолеты над нашей территорией, не будем сбивать, потому что мы сильнее, чем Россия. Ну да, мы умнее, мы сильнее, мы... Нет, мы сильнее. Мы намного сильнее, все, поэтому мы не будем сбивать самолет. Давайте так. Вот этот Анкоридж, конечно, не просто так подсвечивают с российской стороны. И от него не отказывается, собственно, Трамп. Но сегодня определенную сумятицу внес Хексет, министр войны Соединенных Штатов Америки. Он приезжает лично на Рамштайн. Все уже как бы похоронили его. Ну, Рамштайн уже как бы он проходняком проходит, но тут лично Хексет. Рассказывает партнерам о том, что США вместе с союзниками должны усилить украинскую армию, должны показать мир через силу. В общем, если бы мне включили Хексета сейчас, да, у него была пламенная речь, ну, я бы как бы... Остин, ты ли это? Как Майкл Джексон сделал операцию по смену цвета кожи, понимаете? Нет, все абсолютно логично. Все абсолютно логично. Да, надо поддержать Украину, надо вооружить Украину и так далее. За ваши деньги купите у нас.
То есть неизменная позиция Соединенных Штатов. Они не дают ничего бесплатно больше. Они не будут выделять ни копейки для Украины. Но вы, европейцы, должны купить у нас оружие, вот побольше оружия, передать его Украине. Вот. Ну, подождите. Риторика риторикой, но вроде как сегодня сообщили, что немцы на 2 миллиарда похудели в вот эту инициативу. Пообещали похудеть. Пообещали похудеть пока что. Потому что там вообще сначала они пообещали на 2 миллиарда, потом вдруг фигурировала в окончательных документах цифра 500 миллионов. Ну, это я просто 2 релиза видел, так что сегодня. И будут ли это 2 миллиарда, которые будут выделены за определенное время, то ли 500 миллионов это первый транш, непонятно, но они пообещали похудеть. Мы слышали от Европы очень и очень много обещаний в последнее время. Но пока эти обещания не воплотились. Цифры большие, да, но это пока что только обещания. Если подумать о том, что мы видим на линии фронта. Значит, тяжелейшая ситуация в Днепропетровской области. Отселяют все то, что западнее Купянска, а там внушительное количество населенных пунктов, и ну, людей не так много. Вот опять-таки, с чем сравнивать, да, то есть те территории. Купянск практически потерян. В Днепропетровской области уже развиваются боевые действия. Там очередной населенный пункт рапортует Минобороны России, что они заняли, продвинулись вперед. У нас, наоборот, все хорошо и продолжается добропольское контрнаступление. Однако аналитики говорят, что наоборот, наступление добропольское, оно как бы за россиянами. Потому что таким образом полукрюком оттуда, из севера, со стороны там Изюм туда, вот Светогорск, Изюм-Славянск, по Изюмской трассе имеется в виду, которая простреливается, будет замыкаться вообще Донецкая область. И это все, в принципе, такие перспективы, которые там, ну, рисуют, да, по меркам этой войны достаточно скоро это должно, в общем-то, и может произойти. И все говорят о том, что Украине очень выгодно по военным причинам останавливать войну сейчас. Ровно поэтому Бужанський, Тимошенко говорят, тримайтеся дорогенькі, залишилося недолго, в общем, не за горами концовка горячей фазы войны. Да. Как вы думаете? Каллас, Да. И Кая Каллас, которая сказала, что Россия же уже проиграла, уже все. Россия проиграла. Как соотносится риторика внутри страны, что война скоро закончится, с событиями на фронте? Никак. Вообще никак не соотносится, потому что события на фронте идут своей чередой, а политики делают заявления, которые вообще такое впечатление, что они даже не смотрят какие-то сводки с полей. Да, то, что логика подсказывает, что действительно пора заканчивать войну, пора соглашаться на те условия, которые пока еще актуальны, пора заканчивать на этих условиях, подсказывает, я же говорю, логика. Вот. Но эта война показала, что логика в этой войне абсолютно даже не ночевала. Вот. Она не присутствует. Зеленский и логика – это разные вещи. Россия. Что может ее заинтересовать закончить войну, условно, в конце ноября? Если только украинская сторона скажет, или там американцы от имени украинцев скажут, что все, Украина готова садиться за стол переговоров. Россия уже неоднократно говорила, что мы готовы садиться за стол переговоров и обсуждать, но на наших условиях. Насколько губительны эти условия России для начала переговоров для украинской власти? Потому что возникают такие мысли по этому поводу, что условно, если там вернуть... Все равно это, смотрите, это же тоже как бы, это все можно исполнить для проформы. И не вступление в НАТО, но будет типа военный нейтралитет, и это будет сотрудничество с НАТО, да. И русский язык можно, все равно будут косо смотреть на тебя в кафе, а может и побьют за русский язык, мовные патрули будут активисты ходить. То есть ничего, собственно, не изменится, но типа на переговорах приняли условия. Но в этом же украинцы мастаки всегда были. Конечно. И Зеленский именно на это настраивается сейчас.
Более того, я думаю, что Зеленский в ближайшее время для начала, вот для того, чтобы не отменять военное положение, он попытается поменять некоторые законы Украины, в частности, закон о военном положении, чтобы этот закон о военном положении, например, разрешил провести выборы, президентские выборы, в условиях еще военного положения, президентские выборы, в условиях военного положения. Более того, народные депутаты, как минимум из двух источников, я это знаю, народным депутатам уже довели это к сведению, что такая инициатива уже существует. Это первый момент. Второй момент, что таким образом, вот, получив избрание, получив мандат, Зеленский на очередные 5 лет становится президентом. Вот, становится, а то, что он станет президентом в таких условиях, у меня нет никакого сомнения. В условиях тотального давления, тотального, можно сказать, террора относительно тех или иных политиков, которые могут быть его конкурентами, в условиях, когда есть пример, молдавский пример, как надо делать выборы, вот одни и другие президентские, парламентские, он попросту-запросто станет президентом на второй срок. В условиях отсутствия оппозиции, о чем я тоже писал уже, так что вот, он становится президентом. Вот. И да, он будет потом имитировать выполнение договоренности. Так, а там уже объявили, что на следующей неделе будут голосовать 17-е военное положение в Да? этой стране. Но смотрите, я заметил, что после августа, ну, все как-то никто вообще эту тему не поднимает. Законно, незаконно, уже всем все равно. Уже самоуправлению продлили полномочия. Верховная Рада уже как едет, так и едет. Президент, а кто ж это ж президент, кто его посадит, он же памятник. То есть на формальную сторону дела с легитимностью всем уже наплевать. Формальная сторона нужна для внешних игроков, для внешнего мира. Вот. Подписывать соглашение, любое соглашение должен легитимный президент. Почему? По той Ну, причине, что посмотрите, вторая сторона... воевали 2 года в Газе. Да. Нетаньяху, Хамас. Ничего, заложников отдали, этих заключенных выпустили, все хорошо. Ну как все хорошо, не совсем все хорошо. Сейчас США грозит Хамасу, вы обстреливаете палестинцев, ну, с такой претензией. Это что-то такой нонсенс, понимаете? Те взяли этих коллаборантов, постреляли, те, которые, как они считают, хамасовцы. Ну, как бы так, да. Ну, выместили, да, вот этот вот весь негатив. Не выиграла, не проиграла ни одна из сторон, а подписывал все Трамп. Я Там, понимаю, это одна из форм. Да, в Корее, когда шла война между... корейская война, когда шла, то тоже ни Северная, ни Южная Корея не садились за стол переговоров. Там подписывали китайцы с американцами в 1953 году. Вот, и действуют эти договоренности до сих пор. А что касается данной ситуации, все-таки тут речь идет именно о межгосударственном договоре. Имеется в виду, что государство Украина, с одной стороны, с другой стороны, государство Россия. Иначе кто такой Зеленский в условиях, именно в нынешних условиях? Всегда можно будет потом, через 5 лет, сказать, что Зеленский не имел никакого права ставить свою подпись. Значит, этот документ мы не считаем действительным, легитимным. Константин Петрович, Буданов сегодня явился народу. Да. Странное его, конечно, появление, потому что рассказывает о том, что мы бы выиграли у России и вышли бы на границе 91 года, но помешали союзники Москвы. КНДР. Да. Слушайте, а что это окрысился Ким Чен Ын на бедных украинцев, не дал победить россиян? Я думаю, что появление Буданова, оно не для того, чтобы объявить о том, что КНДР помешал нам выиграть. Мы бы выиграли у России, но капитулируем КНДР. Да, именно. Так вот, что касается Буданова, просто в последнее время появилось очень большое количество слухов о его ближайшей отставке. Я думаю, что он вышел на публику для того, чтобы показать, что слухи о его отставке слишком преувеличены. Это было самое главное. Ну, то есть смыслы можно не слушать, в общем, то, о чем он Да, говорит. абсолютно. В данной ситуации,
Как и у большинства украинских политиков, которые выходят зачем-то на трибуну, смысла лучше не искать. Константин Петрович, но тогда есть очень интересный подтекст. Это он касается того, ну вот, гипотетически, если мы представим, что по кальке Газы будет нечто, ну, там, Трамп соберет саммит мира, без Украины и без России подпишет нечто, что Украина и Россия обязуются исполнять, то в кругу кого он будет это подписывать? Ну, это Трампу для начала необходимо найти консенсус с европейскими партнерами Украины. Я подчеркиваю, слово «партнеры» я всегда беру в кавычки. Вот. С европейскими партнерами Украины необходимо найти консенсус по вопросу Украины. С Россией ему проще найти этот консенсус. Проще найти общий язык. Вот. А потом уже Украину поставят перед фактом. Не настолько Украина субъектное государство, чтобы самостоятельно говорить, мы с этим не согласны, или с вот этим вот действительно надо будет подумать, согласиться. Угу. Украина пока что вот, лавирует между европейскими партнерами и американскими партнерами. Лавирует. И использует вот, европейцев как таран для того, чтобы давить на, или бить по Трампу. Вот. И Трамп, вот, когда достигнет взаимопонимания по поводу того, что делать с Украиной, только тогда можно будет сказать, что Украине скажут, что вот на этих условиях можете вести переговоры с Россией или ну, соглашаться на условия России. Понятно. Но я все-таки на Лукашенко намекаю. Он сделал заявление, что... Ой, слушайте, вот этот ваш Нобелевский комитет, вот эти ваши премии мира, так интересно это, конечно, все выглядело. На совещании, ну, со своими подчиненными, говорит, дали бы мне, я бы не взял. И я уверен, что и вы бы не взяли Нобелевскую премию. И Трамп, мол, не расстраивайся, приползут еще к тебе, будут в ногах валяться и вручать эту премию. Но сегодня Зеленский делает очень интересный укол. Говорит, что что-то они там обсуждали по действиям российских войск на территории Беларуси. Есть какой-то там супер-пупер секретный инсайт. Явно намекая на то, что Россия может использовать территорию Беларуси для каких-то опасных маневров, ну, по отношению к Украине, я так понял. Секрет Полишинеля. Сколько военных баз у России на территории Беларуси? Вот. У России и Беларуси, как у союзного государства, существует большое количество договоренностей относительно совместной оборонной политики. Путин в прошлом году заявил, что любой акт агрессии относительно Беларуси будет восприниматься как акт агрессии против России. Вот, совместные учения, которые прошли, все показали. Европейские политики, не политики, военные на протяжении 2 лет проводят определенные расчеты. Вот. Сколько необходимо времени, условно, там, первой танковой армии России для того, чтобы, если вдруг начнется война между НАТО и Беларусью, оказаться в районе Гродно. То есть вот подобного рода расчеты, это же тоже не секрет все. Это же все из открытых источников. Вот. Зеленский открыл Америку? Нет, он задирает почему-то Лукашенко. Я понимаю, потому что ему постоянно тоже передают, как один из вариантов, что поговори с Лукашенко. Лукашенко все донесет. То есть это повод того, что я не буду разговаривать с Лукашенко, он мне угрожает. Ну, типа того. Угу. Хотя я думаю, что сейчас Зеленский вот, попытается продать в Вашингтоне тему, которую уже обсуждали уже неоднократно, ну, польская тема, которая родилась в Польше, это миф о том, что Лукашенко едва ли не готовит нападение, провокацию, точнее, на границе с Польшей и Литвой для того, чтобы там ответили на эту провокацию, а Россия могла ввести тогда войска и начать какие-то действия. Ну, это старая тема, которую попытаются, возможно, в новой обертке продать. Как вам кажется, насколько вероятен сценарий, что Зеленскому будет поставлен в Вашингтоне, ну, ультиматум уходить? Я думаю, что если будет он поставлен, то есть он не ставится так вот, вряд ли Трамп ему поставит этот ультиматум. Вот,
просто приезжает Зеленский, ему сходу говорят о том, что уходи. Да. Подобные вещи тщательно готовятся, проговариваются, происходят разного рода утечки. И обычно, я думаю, что если бы Зеленский подозревал, что может быть такой вариант, тут бы не летел бы в Вашингтон. Мгм. Ну да, а так анонсировал загодя и, в принципе, рассказывает такие бравурные вещи, ну, такие очень, как бы такие мощные. У нас опрос идет в чате трансляции, вот он такой специфический, но очень важный. Когда становится горячая фаза войны? В этом году, в начале следующего, дай бог, чтобы в следующем, ну, в общем, в следующем, или остановится и станет еще горячее. Вот такой еще вариант. Куда может зайти эскалация в Украине и насколько серьезны перспективы ударов орешником, ярсом, тактическим ядерным? Я не вижу пока что каких-то предпосылок для того, чтобы Россия собиралась бить орешником, ярсом или там, наносить тактические ядерные удары. Вот. Не тот тип войны, во-первых. Вы знаете, вот мне как-то европейские военные задали вопрос, который вот, ну, э, им казался абсолютно адекватным. Мне он не казался адекватным. Это генералы, которые меня спросили, а скажите, пожалуйста, а почему Путин не применяет тактику ковровых бомбардировок в Украине? Ну, подождите, у него совершенно другая там идеология войны, он воюет не с Украиной, ну, официально воюет не с Украиной, а с Западом. Украина это там, Украине у него претензии к руководству, к Зеленскому, а не к украинцам как к народу и так далее. То есть это что нету такого. Потому что они говорят, ну как? Ну потому что современные войны, если мы посмотрим Ирак, посмотрим Сирию, всюду ковровые бомбардировки и продвижение стремительное. Вот, а в Украине этого нет. Так вот, я думаю, что тоже применение вот, подобного рода оружия, оно полностью меняет характер и идеологию войны. То есть Путин фактически перечеркивает все то, о чем он говорил 4 года. Константин Петрович, как вы относитесь к народной артистке Украины Наталье Сумской? Народной артистки. Как артистки, ну, скажем так. В украинских школах нужно ввести минуты украинской брани, ругани на уроках литературы, чтобы дети забывали русский мат. Как говорит выпущенный из тюрьмы Тихановский, вот так удар по лукашизму. Ну, то есть, Вы знаете, в по-моему, начале 90-х годов львовская газета «Постпоступ», она даже разработала там, украинский мат. Вот. Ну, понятное дело, что это все был стёб. Это была шутка. Это был троллинг, не больше. Но кое-кто поверил в то, что вот эти вот разработанные журналистами постпоступа заменители русского мата, что они являются действительно исторически оправданными и там, теми матами, которые из нас большевики и царский режим пытались каким-то образом выковырять и заменить русским матом. Ну, как курьез, знаете, как очередное безумие, ну, конечно же, можно принять для того, чтобы посмеяться, не более. нет, ну это ведь серьезно выглядит достаточно опасно, да, то есть мы заходим уже, по-моему, просто до ручки, если честно, довоевались за украинский язык. И параллельно с этим, ведь все говорят, что бедность, что, в общем, война, да, в общем, ТЦК, вот эти беспределы, солдаты, которые вот это вот беспределят над гражданскими, не только на передовой, но почувствовали там, что чувствовали жители Донбасса, например, в Тернополе после вот этих налетов этой третьей штурмовой, которых сегодня задерживали, понимаете? И, конечно, все переполошились. Но ведь немало в этом именно языковой политики. Вот Да. очень немало. Люди уезжают, выходит конкретно
Воскобойников. Это он, в общем, глава института офиса, они офисы сейчас модно же, офиса миграционной политики Василий Воскобойник, говорит, что ежегодно население страны сокращается на население одного Житомира. Житомир. И это без войны. Процесс задолго до этого был. В общем, демографический обвал, что постановить нужно, возвращать украинцев из-за границы, сдерживать трудовую миграцию и постепенно завозить иностранных работников, чтобы закрывать дыры на рынке труда. И, мол, страна уезжает быстрее, чем ее успевают считать. Это тоже большая проблема. Вот Воскобойников там говорит про мигрантов, которые решают проблему. Милованов тоже. Поэтому какая-то вот То, что нас страшная готовят, беда. потому что нас начали готовить, я уже об этом говорил неоднократно, тоже вспоминал, что нас начали готовить примерно с 2006-2007 года к тому, что нам необходимо будет завозить миллионы мигрантов. Миллионы мигрантов. Я работал в свое время советником министра социальной политики, труда и социальной политики Украины. Это был конец 2006 или начало 2007 года, когда пришло рекомендательное письмо от представительства ООН в Украине и от и вот, соответственно, это письмо говорило о том, что Украина столкнется в ближайшие 20-25 лет с демографическими проблемами, которые будут решаться за счет того, что будет необходим приток рабочей силы из стран Африки, Юго-Восточной Азии, Пакистана и так далее. Неквалифицированная рабочая сила. Поскольку Украина относилась к государствам, к странам, к обществам, у которых был высокий уровень нетерпимости к чужим, высокий уровень ксенофобии, будем говорить откровенно, что так оно и есть, то, соответственно, были рекомендации провести определенные социологические опросы, комплекс мер, каким образом снизить этот градус нетерпимости в обществе, подготовить людей. Это было 20 лет назад. По странному стечению обстоятельств, сегодняшние вот эти заявления Милованова, Воскобойника, да, сегодняшняя вот эта скажем так, арт-подготовка по миграционному вопросу совпала с тем, что сегодня две даты, которые я хочу, чтобы вы тоже прокомментировали. Дата первая – ликвидация Бандеры. Это как по вашей кафедре, да, исторически. И дата вторая. Сегодня официально вступила после всех ратификаций в силу соглашение с Британией на 100 лет. Любое соглашение, которое подписывается на 100 лет, дай Боже, чтобы оно просуществовало пару лет. Мы же понимаем, что на самом деле это только громко называется, 100-летнее соглашение. Но реально это попросту попытка Великобритании застолбить за собой свои интересы в условиях, когда и у Соединенных Штатов есть свои интересы к Украине. Первый момент. Второй момент, что касается Степана Бандеры, уже столько сказано, пересказано. На самом деле это момент даже не убийства одного из лидеров украинского националистического движения, это начало создания легенды о Бандере. И кто больше всего как раз причастен к созданию легенды о Бандере, кто больше всего причастен к глорификации Бандеры, так это КГБ СССР. Не был бы Бандера таким символом героизма и так далее, как его пытаются сегодня представить, бескомпромиссности и прочее, если бы не это убийство, санкционированное КГБ СССР, если бы не последующая работа пропагандистов и идеологов, которые поднимали вопрос Бандеры и показывали Бандеру злейшим врагом советской власти. Понятное дело, что после 1991 года начинается процесс определенного третирования России через фигуру Бандеры, когда просто триггерили Россию, что вам не нравится Бандера, значит, мы его сейчас на свои знамена поднимем. А на самом деле абсолютно посредственный политик, абсолютно никакой идеолог, абсолютно человек деструктивный сам по себе, который внес только деструкцию в украинское национальное движение, но создали легенду, миф. Знаете,
Вообще, то, как все переменчиво в истории и в политике, причем у нас на глазах, непосредственно у нас, говорит, ну, об отношениях имеется в виду, политических, говорит сегодняшний визит Джулани к Путину. Значит, новый, как это, лидер Сирии приезжает, да, проезжает кортежем мимо Москва-Сити, где в 10, по-моему, или сколько, 8 апартаментов Башара Асада с его родными, семьей и всем остальными, где Башар Асад играет в компьютерные игры и, так сказать, наслаждается всем тем, что он нацарювал, что он насобирал, себе отложил на старость. А, И вообще встреча такая достаточно, ну, скажем, поверхностная. Все говорят о том, что будут возвращаться военные базы России в Сирию. Ну, там немножко не так, может, радикально. Короче, разговор такой установочный о правопреемственности политики. Ну и Джулани говорит, нет, мы все договоры, конечно. То есть то, что договаривались, там какие-то логистические истории, где-то военные, где-то мы все соблюдаем, мы уважаем, а то, что там соблюдаем, будем как-то пересматривать и, видимо, утрясали определенные моменты по Сирии для России. О чем нам говорит эта история? Про Башара Асада, Россию и Сирию. То, то, о чем говорили эксперты после переворота, который случился в Сирии, что для России там вряд ли что-то поменяется. Что интересы России будут соблюдены, несмотря на то, что поменяется руководство. Еще тогда, сразу же после свержения Асада, вот тогда были такие разговоры. Исходя из диспозиции тех сил, которые имеют свои интересы в данном регионе. Так что практически ничего не поменялось для России. Россия дальше будет продолжать влиять на ситуацию на Ближнем Востоке. Ну, видите, как говорили, помните, как все, Россия потерпела крах, поражение, все выдворили Ну, пинками, Я, выгнали. я всегда являюсь противником однозначных оценок, особенно если они поверхностные, если они сразу же с первого взгляда там, кажущиеся выдают за действительное. Однако тоже ведь нельзя, скажем так, ну, в общем, где-то конспирология срабатывает, а где-то не срабатывает. Алиев же, да? Ну, скажем, ничего, нормально помирились. То, о чем мы говорили с вами в самом начале, что все как бы... А были же страсти какие мордасти. И Гордон ездил, и там Курбанова, журналистка, передавала шевроны украинских националистических батальонов. И какие перформансы устраивали. Ну и, собственно, все закончилось с тем, как разбомбили активы Алиева в Одесской области. Да? Но зато у Алиева есть коллекция шевронов националистических подразделений. Но нет там что ну, Да? нефтеперегонки вот Да. этих мощностей. По поводу Гордона, он уже, кстати, говорит, все, томагавки взорвали Генштаб России, Герасимов мертв. Ну, в общем, потрясающий Да. человек. Да, да, да. Ну вот, так что я люблю смотреть даже не Гордона, а вот заставки к его программам. Есть еще несколько журналистов, которых я люблю тоже заставки их смотреть. Там вот иногда мне попадается на глаза там Даша Счастливая, у которой тоже заставки. Все, Россия уже полностью повержена, Путин мертв и так далее. Мы воздружаем знамя на Спасской башне. Вот, ну, так, ну, слушать это невозможно, но заставки красивые. Да. Да. Ну, мы А что тоже, касается, а что касается Алиева, мы тоже стараемся с заставками, оценили. Мультипаспорт, пятый элемент, Макрон, оперная певица, все как бы, Зеленский, наш пятый элемент, Ермак, Брюс Уиллис, ну, все нормально. а что касается Алиева, да, мы с вами прогнозировали, что общий язык будет найден. Очень много точек соприкосновения, очень много того, что, в принципе, позволяло сказать, что это временное охлаждение, которое вряд ли приведет к серьезной большой конфронтации.
Да, друзья, будем наблюдать, конечно, за всей ситуацией. Давайте подведем итоги опроса. Когда становится горячая фаза войны, более 11 тысяч голосов мы получили, 8% считают, что в начале следующего года, 16 в этом году, 26 остановится и сразу станет еще горячее, то есть не будет вот именно ну, конца, да, просто одна горячая фаза перейдет в другую. Ну и 50% большинство, конечно, за то, что дай бог, чтобы в следующем, как говорится, в следующем, но это не точно. Это не точно. Спасибо большое, Сандра Ян, за поддержку, за суперчаты, суперстикеры. Это всегда очень приятно и здорово помогает. Если работает в вашей стране, вам большая благодарность за то, что так делаете. Интересно у нас сегодня чат. Одни говорят, Шелест похудел, другие говорят, не похудел, другие говорят, подстригся. Вообще, если честно, не худел, не стригся, но все равно очень приятно. Готовьте свои вопросы. Пока те вопросы, которые вы озвучили и оставили заблаговременно, Константин Петрович. Ну, знаете, как бы дело такое. Надо людей уважить. А вопросы, конечно, как всегда, интересные. Поехали. Уважаемый Александр, пожалуйста, спросите у гостя, сколько еще будут терпеть вот это все, украинцы, этот беспредел? Где, когда красная линия и порог терпимости? Или правду решили до последнего украинца воевать? Спасибо и отдельно большое спасибо за вашу работу. Ну, вот буквально только что Александр спросил у слушателей, у зрителей, точнее, так, как долго еще воевать. Ну, вот большинство сказали, почти половина сказали, что еще долго. А, с- Да, так что, нет, ну, извините, пожалуйста, но на самом деле это действительно вопрос очень острый, и сказать, когда, гадать на кофейной гуще, ну, тут невозможно, потому что разные могут быть там какие-то прогнозы, но, извините, делать прогноз сейчас в условиях, когда стороны пока еще не то, что нашли общий знаменатель, а вообще даже не подошли к этому моменту, вот, это, наверное, не совсем правильно. Скажите, Константин, почему нет заинтересованных в переговорах? И народ ропчет уже 4 года из 12 с АТО. Спасибо, Александр, всем добра. Что, правда, народ не требует переговоров? В чем дело? Потому что народ боится, что если кто-то выйдет и скажет, что давайте переговоры это вести, его сразу же обвинят в том, что он работает на Путина, Кремль, ФСБ, на кого-то еще. У нас на самом деле очень многие запуганы. Серьезно. И многие признаются. Те, с кем мне приходится встречаться из Украины, которые приезжают, они говорят, да, действительно, действительно многие боятся. Большинство боится говорить правду. Константин, вся эта российская история с мэром, чтобы население города окончательно приняло решение отделяться или идти в Россию без боя, что вы думаете? Спасибо, Мы всем уже как добра. раз говорили сегодня об этом, так что в ходе нашей передачи я не думаю, что население сразу же там отделится и пойдет в Россию без боя. Но если вдруг российские корабли окажутся возле Одессы, вот, я думаю, что фактор Труханова может многим вылезти боком. Лина Востроилова. Вопрос. Константин Петрович, помогите разобраться с хрестоматийным понятием определения термина «украинец». Это понятие культурно-бытовое, географическое или политическое? И этническое также. Вот. Дело в том, что это на сегодняшний день является и самоназванием, вот, и является, скажем, там, и географическим термином. Вот, но употребляться оно начало достаточно поздно, то есть где-то в 18-19 веках украинцами себя, в начале 19 века украинцами называли себя в основном жители, как ни странно, Харьковской, Сумской областей, частично Брянской области. Вот, там называли себя украинцами, то есть там проходила определенная Украина. Я уже говорил о том, что Григорий Сковорода, когда вот его первый биограф Ковалинский писал, что Сковорода, когда
прибыл в Киево-Печерский монастырь, он заболел, там, тяжело заболел, и он попросил у настоятеля, чтобы тот отпустил его из монастыря, вот, из Киева, отпустил в Украину. Вот. Он ехал как раз на Харьковщину нынешнюю, вот, точнее на Сумщину. Вот там была Украина, его понимаете, это был 18 век. Здесь была Малороссия, а там была Украина. А потом термин «Украина» уже начали использовать, в том числе с подачи польской школы Ржевузского и прочих там польских шляхтичей, которые вынашивали отдельно, некоторые ирредентистские идеи уже в XIX веке. А с конца XIX века вообще термин «русин», «малорос» начал вытесняться термином «украинец». Так, следующий вопрос от пользователя Рексаш. Добрый вечер, Александр Константин Петрович. Говорят, что Борис Годунов не состоявшийся Петр I. Согласен ли с этим выражением Кость Бондаренко? Не, ну, знаете, это версия, которая начала с конца 90-х годов прошлого века раскручиваться в российской истории. То, что он был человеком передовых взглядов, то, что у него были определенные симпатии к Европе и так далее, это правда. Вот. И то, что при его дворе начали использовать там, европейскую, как тогда говорили, польскую одежду, это тоже отмечалось, и что его сын был достаточно широких взглядов и европейского образования, можно сказать, это тоже. Но вопрос в том, что здесь как раз передергивание, потому что точно так же считали, что и, например, старший брат Петра Федор и Софья были тоже ориентированы на Европу, на Запад. Вот. И, соответственно, Россия, скажем так, московское государство в то время, оно настолько тесно соприкасалось с Западом, что вопрос вестернизации, вопрос перенимания западного стиля и западной культуры, это был вопрос времени. Вот. То есть Петр просто решился на определенные шаги, на определенные радикальные реформы. При остальных это было более такое плавное проникновение западного стиля к московскому двору. Так, вопрос от Петра. Константин Петрович, чем вы связываете успех вашей книги «Джокер»? И тут начинается провокация. С личностью взятого вами героя или с вашим талантом писателя историко-биографической публицистики? С личностью героя. Я думаю, с личностью героя в первую очередь, потому что на самом деле многие хотят разобраться в том, вообще, как он появился, как мы могли это допустить. Вот. Я просто, что называется, наверное, просто решился на определенные моменты, связанные с тем, чтобы непопулярные темы озвучить. Темы, за которые не погладят по голове. Да, значит, вопрос к Константину Петровичу. Почему, на ваш взгляд, на протяжении сотен лет предводители нашего свободолюбивого народа так старательно искали, к кому бы примкнуть из великих иностранных государей? Святополк окаянно искал покровительство у польского Болеслава, Хмельницкий у московского Алексея Михайловича, Мазепа сначала у Петра, потом у Карла, Пилип Орлик в своей конституции 13 раз упоминает короля шведского, Скоропадский у немцев, Бандера Шухевич у немцев, да и сейчас то к британцам льнем, то к немцам, то к американцам. А в чем причина? Александр спрашивает. Первое – это то, что украинская элита никогда не доверяла собственному народу. Это первое. Никогда не верила в силы собственного народа. Это была большая проблема украинской элиты. Второй момент – это то, что обычно украинский вопрос поднимался тогда, когда начинался большой конфликт между большими крупными государствами, крупными игроками. И украинской элите приходилось примыкать то к одним, то к другим, то к третьим. Вот. Отсутствие собственной субъектности диктовало как раз именно ориентацию на тех или иных крупных игроков. Владислав. Ну, Святополк окаянный в данной ситуации не совсем показатель, потому что против него тоже воевал Ярослав, которого поддерживали шведы. Вот, с другой стороны, просто они обратились к своим тестям.
Значит, вопрос от Владислава. Кость Петрович, в связи с набирающим оборотом правым поворотом в Европе, возможно ли в будущем восстановление реконкисты? И вообще, вы верите в этих ультраправых, или они такими являются, пока не пришли к власти, так как огромные финансовые подачки или компроматы от вездесущих левых глобалистов заставят изменить свои политические взгляды? В том-то и дело, что часть из них поменяет свои политические взгляды, часть из них трансформирует политические взгляды. Но вопрос реконкиста – это вопрос популярности этого явления на уровне большинства населения. Если вдруг любой политик увидит, что там в его стране, например, в Германии, вопрос отношения к арабам, туркам и прочим там, представителям другой религии, других этносов, которые переселились на территорию Германии, что он составляет, что он является вопросом повестки дня, что значительная часть населения будут реагировать именно на этот вопрос, они будут использовать этот вопрос. Если только они увидят, что там 70% немцев хотят, чтобы всех арабов выселили с территории Германии, будьте уверены, они выселят. Нацисты не потому преследовали евреев, что Гитлер был патологическим, там, сумасшедшим и так далее, и что Гитлер не любил евреев, а потому что это тоже ложилось на определенные ожидания народа. Вот. Как бы Виталий. сейчас от этого не отказывались многие. Да, Виталий задает вопрос. Помнится, на недавней пресс-конференции в Белом доме Трампу очень понравился посыл Зеленского, что во время войны выборы проводить нельзя. Сейчас у Трампа проблемы с мэрами в некоторых штатах. Как вы полагаете, на пресс-конференции в пятницу будет подсвечиваться одесский кейс? Ведь опыт у украинской современной демократии бесценен. Заранее спасибо за ответ. Ну, я не исключаю, что Зеленский приедет и скажет, что, дорогой Дональд Федорович, посмотрите, как я вот расправился с мэром Одессы, можете точно так же сделать с мэром Чикаго. Ну да, или Нью-Йорка Можете там. найти паспорт, российский паспорт у мэра Чикаго. Это да. Биометрический, чтобы по миру можно было Да, ездить. именно. Ой, здравствуйте. Чисто философский вопрос от Ивана. Искусственный интеллект имеет физическую сущность? Если это чип, то получается, что ИИ можно убив, отключив электричество. При этом чип продолжает существовать, как какая-то мистика. Может, ИИ все же это просто дурь в головах технически неграмотных людей, а реальность есть математика, физика, теория систем управления и прочее. Да, я читал недавно как раз такую заметку, вот, которая заставила улыбнуться, о том, что в Индии обанкротилась одна фирма, которая говорила о том, что это там они как бы презентовали как искусственный интеллект, а оказалось, что было 700 индусов, которые сидели за компьютерами и там выдавали нужную информацию. Вот, так что, нет, я, конечно же, я честно не знаю, как выглядит этот искусственный интеллект, можно ли его пощупать. Понятное дело, что есть какие-то сервера, есть какие-то там сложная система переплетения, хитропереплетения. Но когда-то один мой знакомый еще в 90-е годы задался вопросом, говорит, а где находится бог интернета? Вот, говорит, то есть интернет подают это как определенную сеть. Но мы же платим там за интернет. Вот, соответственно, эти же средства куда-то поступают, в какой-то центр. Там, вот, где-то же сидит в каком-то главном офисе человек, которому все это стекается, который за это отвечает. Понятное дело, что все устроено намного сложнее, но вопросом таким задаются уже не только сейчас. 25 лет назад уже задавались этим вопросом. Можно ли представить искусственный интеллект, не искусственный интеллект, а вообще интернет как нечто материальное? Ну да. Вопрос. В общем, Лим Джексон. Короче, какой шанс ареста в Америке, выездного гастроля 95-го квартала и ультиматум и доставка в Украину томагавком своим ходом в обмен на мир и величайшего Фредовича? Ну, красивая версия, но мне кажется, что вряд ли она воплотится. Скорее всего, коэффициент воплощения равен нулю. Так, значит,
Спасибо большое за теплые и хорошие комментарии. Это тоже прекрасно. За то, что поддерживаете и хорошие слова пишете. Война в Пакистане и Афганистане надолго, как вам кажется, Виктор интересуется? Они уже как бы перемирие сегодня какое-то подписали. Тут вопрос в том, что эта война сегодня не нужна ни Пакистану, ни Афганистану. Вот это главный момент. И что больше всего страдает от этой войны Китай как раз. И поэтому в этой ситуации как раз я думаю, что китайский фактор будет играть свою роль. Китайские посредники, скорее всего, попытаются достаточно скоро этот конфликт привести к норме. Сабина, вопрос. Может быть, Трамп захотел Россию почти бесплатно? Путин отказался, и сейчас томагавками и приемами Зеленского как бы устрашает Путина. Поэтому Путин решил отдать дело Кеннеди против Зеленского с Байденом. Ну, я думаю, что если бы были какие-то неприемлемые условия для России, высказаны в Анкоридже, то вряд ли бы тогда на протяжении месяца обе стороны говорили о большом прогрессе, большой победе. Вот. Поэтому я думаю, что цена была там обусловлена достаточно приемлемая для обеих сторон. Тут же не Россию хотел Трамп заполучить за бесплатно. Тут речь шла о общих проектах, совместных проектах, о большом количестве совместных проектов на триллионные суммы. А Украина – это только фактор, который мешает воплощению этих проектов. Согласны ли вы, Лариса спрашивает, с мнением Олега Царева, что Арестович работает на Британию? Честно, я не знаю, на кого работает Арестович, я не особо слежу за его творчеством. Вот. Для того, чтобы делать подобного рода выводы, надо глубоко погрузиться в те тезисы, которые озвучивает Арестович. Но у меня не хватило терпения на 3 часа его диалога с Ксенией Собчак. Вот. Если Олег Царев действительно имеет терпение выслушать все, что говорит Арестович, и потом еще все это сложить как-то в кучу, проанализировать и сделать выводы, то снимаю шляпу. Вася, вопрос гостю. В истории были народные бунты и восстания без лидеров, руководителей таких действий? Вообще народ может самостоятельно организовываться? По-моему, такое невозможно. Ну, обычно кто-то должен первым сказать, а пошли, там, скажем, пошли на Бастилию, условно. Вот, пошли брать Бастилию. Вот. И, соответственно, потом, возможно, и не вспомнят, кто это сказал. Вот. Или же там разного рода бунты, типа там медный бунт в России. Вот, медный бунт в Москве в свое время произошел. Кто-то знает имя его предводителя? Нет, народный бунт, народное восстание, скажем так. Наталья Аверьянова говорит, спросите, пожалуйста, у Константина, а как он относится к русскому мату? Я им не пользуюсь. И более того, я, кстати, считаю тревожной тенденцией то, что он стал нормой сегодня в культурной жизни. Когда политики, когда люди, которые там, имеют какое-то влияние, которые являются лидерами общественного мнения, они абсолютно без зазрения совести используют мат просто как способ усиления экспрессии в своих выступлениях. Ну. Ой, скажете тоже, прям не пользуйтесь. Не, ну, как одно дело уметь, другое пользоваться, я с вами согласен. Значит, следующий вопрос. Очень важный вопрос историку Константину. Какую территорию и какие области были Украиной до революции в России? Какие сегодняшние территории занимала? Где проходили границы Польши и Австро-Венгрии? Просто это абсолютно разные эпохи. Если до революции, так я уже говорил, в XVIII веке термином Украина обозначали одну этнографическую территорию,
зону, которая была между, скажем так, Гетманщиной, которая присоединилась после 1654 года, а точнее после 1687 уже окончательно, и, соответственно, московским государством. То есть вот это пограничье, его называли Украиной, окраиной. Вот. Что касается дальнейшего, территорию Украины, скажем, это несколько губерний Российской империи, которые некоторые деятели культуры, некоторые политики, особенно после 1905 года, начали называть именно Украиной, параллельно с тем, что официально это называлось Малороссией, малороссийскими губерниями. Вот. Поэтому украинский вопрос начал подниматься фактически параллельно, вот, начали вычленять, говорить, указывать на украинский вопрос, политизируя эту тему и показывая термин «украинец» как политический термин. В 1914 году, это очень интересный момент, в 1914 году шефу жандармерии Волынской губернии вот, пришла депеша из Санкт-Петербурга, с началом Первой мировой войны, установить негласный контроль над всеми украинцами, проживающими на территории Волынской губернии, над всеми украинцами. Вот. Он написал ответ, что на вашу депешу отвечаю, значит, что лиц, принадлежащих украинцам на территории Волынской губернии, не обнаружено. Вот. Это 1914 год. Понятное дело, что тогда термин «украинец» воспринимался исключительно не в этнографическом, а именно в политическом плане. Вот. Что касается границ, ну, границы Австро-Венгрии, они известны, проходили они после результатов 3 разделов Польши, вот, они проходили где территория Львовской области и Волыни. Волынь уже была территорией России, Львовская нынешняя область была в Австро-Венгрии. Вот, нынешняя Польша тоже была разделена между 3 государствами, между Пруссией, Австро-Венгрией и Россией. То есть Польша как государство не существовало, было несколько попыток восстановить независимость Польши, или же были попытки создать квазигосударственность, но это не была полноценная государственность. Только в 1918 году Польша восстановила свою государственность. Поэтому в этом отношении там можно долго говорить про границы, но как раз в то время, когда была граница Австро-Венгрии, границы Польши попросту не существовало. Ну, давайте еще вот такой момент обсудим. Это, ну, непосредственно новость. Я, если честно, в шоке. Ну, сегодня такой грозный Хексит был, да, я уже обращал на это внимание на Рамштайне. Прям вообще неотличимая его была риторика, там, украинскую армию сильнее, томагавки дадим, сейчас мы вместе с вами, союзники, давайте, вот это вот все. Пресс-служба Пентагона. Самолет Хексита совершил незапланированную посадку в Соединенном Королевстве из-за трещины в лобовом стекле самолета. Посадка была произведена согласно стандартным процедурам. Все находившиеся на борту, включая министра войны Хексита, в безопасности. Бывает. Чуть не потеряли министра войны. Ну, бывает. Но слава богу, что все живы. Друзья, давайте латать вот эти трещины войны и министров в наших эфирах по средам с Костем Бондаренко. Константин Петрович, благодарю за время и мысли. Спасибо. Спасибо и вам. И до новых встреч. Берегите себя. Всем добра и света. Обязательно увидимся. До скорого.